Сегодня хочу поговорить на тему, стоит ли приезжать из Украины в Швейцарию. Ну, взвесив все плюсы и минусы, можно сделать вывод, что да, стоит. Потому что с финансовой точки зрения можно работать, можно сидеть на социале. И сейчас есть такая программа, которая Швейцария предлагает за возврат с Швейцарии в Украину выплаты. На одного человека это будет примерно от 4000 евро до от 1000 евро до 4000, а на семью от 3000 евро до 6000. Так что можно приехать, оформить статус, и потом где-то, когда он будет заканчиваться, этот статус, вы получите выплаты за возврат в Украину. Так что даже с этой точки зрения можно как бы рассуждать о том, что выгодно. Вот. Работать тяжело. Найти работу довольно-таки сложно, но можно. То есть в основном это работа физическая, в основном это подсобная, то есть помощь в ресторанах, помощь в кафе, в магазинах, помощь на фабриках, операторы фабрики, операторы, вот я работаю оператором в винодельне, вот такого плана. На животноводчество очень много требуется работников. Но это, как, скажем так, тяжелая работа, но вполне осуществимая. То есть можно и найти ее, можно работать. Если не работать, то можно просто тупо сидеть на социале, это тоже нормально. Тоже денег, которые платит социал, хватает на то, чтобы э, прожить. Плюс есть страховка, плюс есть жилье. Как бы социальные деньги плюс страховка плюс жилье. Социальные деньги зависят от того, сколько у вас человек в семье, какой у вас возраст и где вы живете. От этих как бы причин зависит сумма социальных выплат. И она бывает разная, начиная от 300 евро в месяц и до 800 евро. Даже бывали случаи, что 800 плюс оплата жилья еще 800, плюс страховка 400. То есть кругом-бегом где-то под 2000 на одного человека в месяц выходило. Вот, это даже не работая. Если вы выходите на работу, то можно плюс еще получать, либо переходить в свободное плавание, отказываться от социала, самому все оплачивать и платить налоги, либо, если ваша зарплата маленькая, если вы работаете не на 100%, то можно, получается, получать социальную помощь и плюс доплаты, которые у вас, которые социальная служба сочтет необходимым вам доплатить. А они считают там по своим формулам, я, честно говоря, даже не знаю, как они считают, но небольшая доплата будет, то есть выгоднее все равно работать, чем просто сидеть на социале. Но если приезжает, например, женщина с детьми, работать не получается, то, соответственно, просто можно сидеть на социале, получать социальные деньги на ребенка, получать социальные деньги на себя, и таким образом вполне хватает, вполне хватает. Вот. Что касается, когда все это закончится, неизвестно. Есть минусы. Минусы какие, что если первое время, первый год можно было приехать, э, заселиться, например, в гостевую семью, то есть очень многие швейцарцы хотели принять людей на то, чтобы как бы помочь людям, принять их взять их в свою семью и поселить у себя в доме. Сейчас это это существует, но очень-очень уменьшенном, в уменьшенном размере. И в основном все идут через процедуру получения. Сначала это лагерь, после лагеря где-то неделя лагерь, потом 2 недели общежитие. И потом, после того, как общежитие, вам ищут жилье. Но может этот процесс затянуться. И бывали случаи, что после общежития по 3, по 4 месяца также жили дальше в общежитии, то есть не находили жилье. Но если, например, семья с маленькими детьми, то этот процесс идет быстро, довольно-таки быстро. Вот этот минус, то есть то, что как бы через лагерь, а в лагере там не только украинцы, там и цыгане, там и мусульмане, там разные национальности, как бы, и
немножко плотновато там, то есть там несколько ярусов, двух-трехярусные кровати, вот, и плотно, как бы, очень плотно заселенный лагерь, вот, ну, забитый битком, скажем так. Общежитие чуть-чуть получше, но общежитие тоже как бы как в Швейцарии общежитие и в Украине общежитие это плюс-минус одно и то же. Вот. А когда получаете квартиру, вы уже становитесь полноценно как бы можно жить, спать, работать, все как бы отдыхать. Вот. Потому что когда, например, слишком рано в общежитии это некомфортно, слишком рано уходить, когда ты будешь своих соседей, всех, тебе надо, например, на работу к 6, а соседи еще спят, ты должен вставать в 4, в 5, будить, это недовольство. А когда ты выходишь на свое жилье, ты можешь спокойно работать, не привязан к соседям, не привязан к другим людям, которые рядом с тобой живут. Вот такие плюсы и минусы. Вот. Ну что, в целом все. Всем пока.